Давай. Роскошно. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. Янчик, слушай, смотри. Лас-Вегас, он для тебя слишком сильный город, понимаешь? Тебе не надо. Энергетически, Я думаю, кармически, что- ретроградный, Нет, меркурически. просто по возрасту, Янчик. Я думаю, что тебе надо, ну, как сказать, еще посмотреть, повидать жизнь, понимаешь, да? Всем привет, друзья! Это шоу «Орел и Решка». Это превосходная Юлия Коваль. А это просто Ян Гордиенко. Ух! И мы в солнечном Лас-Вегасе, Вегасе! городе грехов, тусовок, всего самого лучшего. Короче, давай, погнали, кидаем. Да. У меня орел. А у меня решка, друзья. Поехали, Ну, поехали. кидаем. К сожалению, это Ты обалдел, скажи, пожалуйста. орел, и ты проиграла. Держи рюкзачок. Юль, ну все будет нормально, правда, не грусти. Там справишься? Я тебя ненавижу. У тебя самые кривые руки, чтоб тебе так в Лас-Вегасе в этом везло, как мне с решкой этой и орлом. Ужас. Ужас. Ненавижу! Лас-Вегас – шумный оазис посреди бескрайней пустыни. Место, где сбываются мечты и рушатся судьбы. Город, где придется делать выбор, спасовать или пойти ва-банк. Мы в Лас-Вегасе. Ставки сделаны, господа. Все богачи в Лас-Вегасе берут что-то эксклюзивное и уникальное. Как, например, Polaris Slingshot SLR. Это такая себе смесь машины с мотоциклом. Самое то, чтобы быстро и легко ездить из казино в казино и тратить свои денежки. Но есть один нюанс. Do you know how to ride the stick shift? Stick shift is like mechanic. Mechanic. Yeah. Yes, of course. Механика я всегда езжу. Yeah, thank you. It's easy. Okay, thank you so much. Ох, механика, так механика. Я же не ездил на механике лет 10. А если еще учесть то, что 10 лет назад мне не было прав, мне было 11. Ох, поехали. Ну что ж, попробуем завести этого монстра. На нейтралочку поставили, сцепление выжали и ничего не произошло. Давай, родненькая. Так, ага. Да не заводится она. Что делать? Как объяснить человеку, который не понимает, как заводится машина? Еще раз. Нет, не заводится. Excuse me, sir, I need some help. Эй, стой, стой, стой! Удача не покидает меня, друзья. Отличная новость. Целых 3 варианта добраться в город. Это такси. Мы сразу исключаем, забываем просто это слово. Забываем, в общем, да. Есть шаттл, он стоит 10 баксов. Тоже мне не подходит, потому что у меня тогда останется 90, и на что жить, на что играть. И есть автобус. Мне подходит всего лишь 3 бакса, но ждать его час. Час. Я видела город здесь недалеко. Я сэкономлю 3 бакса и дойду туда пешком. Все. Мы так решили. А вообще, конечно, орел и решка. Что я буду делать с этими 100 баксов? 10 минут курса молодого водителя на механике и... И это победа! Я завел эту машину. Главная миссия выполнена. Осталось тронуться. Знаете, вот этот первый момент, когда ты трогаешься с первой передачи, это всегда сложно. Главное не заглохнуть. Ну, друзья, волнительный первый старт со сцепления. Ну, не глохни, еду, не заглох, есть! Первая передача проделана, переключаемся на вторую.
Ну что, Лас-Вегас, держись! Пока Ян там заводился, я уже на полпути к центру города. Знаете, вот мне кажется, что это вообще ерунда. Я вообще-то, когда в школе училась, по 40 минут каждый день туда и по 40 минут обратно, и по холоду. Правда, с рюкзаком ничего не изменилось, но местность точно поприятнее. Нормально. Единственный существенный минус такой прогулки – жара. Идея сэкономить $3, она, конечно, была вот такой. Но я не учла, что город находится в пустыне, и как бы становится слишком влажно в этом городе. Ну и ладненько, ну и здорово. Это будет мой девиз в этом городе. Ну и ладненько, ну и здорово. Вот он, Лас-Вегас, вот он. Сколько людей приехало всадить свои бабулёшки в казино! Ежегодно туристы оставляют здесь около 70 миллиардов. Такую сумму сложно представить даже с безлимитной картой. Сейчас в это трудно поверить, но до 30-х годов прошлого века Лас-Вегас был обычным американским захолустьем. Все изменилось, когда в штате Невада легализовали игорный бизнес. Деньги хлынули в Лас-Вегас ручьем. Каждый проигранный туристами цент стали инвестировать в строительство все новых и новых казино. Мы въехали на Лас-Вегас-Стрип. Это главная улица, где располагаются все отели, все казино. Все веселье здесь. Поехали! Лас-Вегас – это мировая столица подделок, но не футболок или часиков, а достопримечательностей. Ни в одном городе мира вы не встретите столько копий. Здесь есть собственный Нью-Йорк, ну и, само собой, конечно же, Эйфелева башня, с которой открывается вид на весь бутафорский город. Наверняка там рядом с ней, как и в настоящем Париже, продается поддельный Луи Виттон. Пойду посмотрю. В Лас-Вегасе есть даже своя Венеция. Площадь Сан-Марко, фонари, гондолы, каналы. Здесь есть все. Друзья, в общем, если вдруг вы хотите пропутешествовать по всему миру за один уикенд, приезжайте в Лас-Вегас. Здесь есть все. Правда, искусственное. И все это сделано для того, чтобы привлечь в казино как можно больше посетителей. Но мне там с моим ограниченным бюджетом делать нечего. А вот я зайду и посмотрю, что там да как. Не, ну можешь же мне постоянно вести. В любви повезет. Кидалова, да это ж развод для приезжих. Как я клюнул на эту... Ой-ой-ой! Януй, не расстраивайся. Не ты первый, кто проиграл казино, не ты последний. Практически каждый человек, который приезжает в этот город, проигрывает. А это, на секундочку, почти 40 миллионов человек в год. Хотя те, кто все-таки срывают куш, считают, что это не случайно. И что надо проделать несколько ритуалов, чтобы удача улыбнулась. Итак, ритуал первый. Мужчинам он понравится особенно сильно. Для того, чтобы удача пришла и не покидала вас, надо потереть вот эти места всех девчонок, но не рукой. И не тем, чем вы подумали, а своей удачей.
Начинаем с первой и поехали. Безлимитная карта. Приди и не уходи больше никогда. Я хочу богатой жизни, я за этим пошла на Орел и Решку. Но я на всякий случай дотру до конца. Нормально. Как минимум попа у меня точно чуть приподнялась. Ритуал номер 2. Самый большой золотой самородок в мире. Весит он почти 28 килограммов. Говорят, если зайти сюда и чуть-чуть пошептать, удача и куш в казино вам обеспечены. Давай, не подведи меня лучше в следующем городе, родненький. Давай. Ну и еще один способ задобрить госпожу удачу – бросить монетку в самый известный фонтан Лас-Вегаса – Белладжио. Ну давай, Решечка. Муа. Ну что ж, работают эти теории или нет, узнаем уже в следующем городе. А теперь развлекаться. Но Лас-Вегас – это не только казино. Здесь для богачей придумали кучу других безумных развлечений. Их я вам и собираюсь показать в этот уикенд. И мое первое развлечение – полет на истребителе над Невадой. Ну что, готов? Да, я готов. Давай сделаем это. Да, ребятки, погнали! Вау! Это вам не на самолете большом летать. Я вижу весь мир. Как оказалось, такой полет включает в себя 3 аттракциона. Первый – самостоятельное управление истребителем. Пилот время от времени попросту отдает тебе контроль над штурвалом. Так, бери штурвал. Теперь ты управляешь. Просто двигай штурвал влево. Вот сейчас. Молодец! Я просто управляю сейчас самолетом. А теперь давай вправо. Круто! Я управляю самолетом! Я приехал сюда, я думал, я буду просто летать на самолете. Я управляю сам. Сейчас полетим прямо в скалы. Второй аттракцион – воздушный бой. Рядом летят еще 2 истребителя, по которым нужно стрелять лазерными лучами. Когда попадаешь лазером в соперника, у него срабатывает датчик, и из самолета идет дым. Да, попали! И, наконец, третий аттракцион. Летчик выполняет фигуры высшего пилотажа. Мы просто крутимся! Мы просто падаем! Но в таком развлечении есть один большой недостаток. Во время таких пируэтов человеческий организм получает колоссальную перегрузку, которая сравнима с нагрузками космонавтов. Выдержал. Красавец. Кровь настолько сильно отходит от головы, что ты ничего не видишь. Полная темнота в глазах. О! Но сейчас это правда лучшее, что со мной случалось. Ну вот,
только рассчитался, а бонусы в программе вознаграждений уже начислились. Обменяю на что-нибудь полезное. Идея идти со 100 баксами в казино, откровенно говоря, так себе. А учитывая мое везение, думаю, что я просто пройду мимо, хотя адреналина мне, конечно же, хочется. Поэтому я нашла, чем себя занять. Городской зиплайн. Вот где вы такое видели? Лас-Вегас. И это не просто зиплайн, а групповой, на перегонки, на высоте 12 этажей над главной пешеходной улицей Вегаса, с видом на самое большое в мире колесо обозрения. Да я на качелях в городе у себя! Во дворе сильнее каталась! А чё это кто-то быстрее? Как ускориться? Почему я самая последняя? Алло! Нет! Вы поняли? Нет, это не честно! Почему я самая медленная? Посмотрите на оператора! Кстати, внизу прикольно, смотрите! Фу! Фу! Фу, я отвернулась в момент, когда... Все, я надеюсь, вы успели посмотреть вниз, друзья. Это был первый полет с Юлькой Коваль на Орле и Решке. Юлька катастрофа, Юлька безопасность. Ну что ж, настало время хорошенько перекусить. Что кушают нормальные пацаны в Америке? Правильно, бургеры. Но я не обычный пацан, я пацан с безлимитной картой. Поэтому я могу себе позволить бургер за $777. Это не просто дорогой бургер. Он входит в десятку самых дорогих в мире. А все потому, что он начинен фуагра, говядиной, лобстером и столетним бальзамическим соусом. Думаете, все равно бургер не может столько стоить? И правильно думаете. Такая цена – это просто туристическая замануха. На самом деле бургер стоит $77, а остальные 700 стоят довольно очень дорогое вино. Дон Периньон оно так называется. Так как я за рулем, бутылочку просим запаковать с собой. А бургер нужно есть здесь и сейчас. Ну, в добрый путь. Он вкусный, он жирный. Ну нет вау-эффекта. Ну да, сюда добавили фуагру, сюда добавили лобстера. Когда цена $77, есть довольно завышенное ожидание. И вот как раз из-за этого завышенного ожидания есть некоторый облом. Это вкусно, но неоправданно. Ладно, по бургеру все понятно, давайте пройдемся дальше. Вместе с бургером нам предлагаются невероятные листья салата стоимостью $2. Ну, приблизительно. Вместе с ним идет бекончик. Я укусил это, думаю, что это курица, но это яичко. Цивильная жизнь не для меня, это именно прям не про меня. Окей? Мне очень стыдно, я себя чувствую неловко. В рукав капнуло. Давайте счет несите, я похавал. Я на обед тоже решила сходить в кафе. Причем одно из самых популярных в Вегасе – Dick's Last Resort. А знаменито оно своим необычным обслуживанием клиентов. Ты определилась? Ты сюда пришла жрать или меню читать? Может, позвать кого-то, кто тебе почитает? Она со мной очень грубо разговаривает. Говори по-английски, я тебя не понимаю. Давай, заказывай. Давай, заказывай. У меня нет времени с тобой цацкаться. Дело в том, что у меня немного денег, поэтому я не могу заказать это все. У тебя нет денег в Вегасе. Да, поэтому я закажу жареную спаржу. Там такая порция позорная. Ну хотя да, спаржа. Тебе-то худышки куда больше. Боишься разжиреть?
Ты смотри, бросила мне вилку. Фишка этого кафе в том, что официанты специально грубят клиентам, а клиенты могут грубить им в ответ. Просто в Вегасе тем, кто проиграл в казино, надо обязательно спустить пар. И для этого открыли такое заведение. Вот твоя спаржа на все твои бабки. И да, свою знаменитую физиономию не обляпай. Наслаждайся спаржей, стерва. Что это такое? А я могу попросить вас принести мне соль? Попробуй попросить соли. Давай, попробуй. Дайте мне соли, пожалуйста. Ого, наглость какая. Нет, пока-пока. Ух, какая, а? Колючка. Фильтр makes me look ugly. Этот фильтр делает меня уродливой? В общем, скажу я вам так, друзья. Это, конечно, все очень смешно, но если они когда-нибудь захотят научиться по-настоящему обижать людей вот этим всем, пусть просто приедут ненадолго в наши края. Спаржа очень вкусная. Почему? Потому что спаржу в принципе невозможно испортить. Вот твой счет. Как жаль, что ты уходишь. И да, никогда сюда не возвращайся. Обошелся мне такой любезный обед в $4. На чаевые официантка, по-моему, недостаточно улыбалась. Прощай, прощай. Все, считай, стресс сняли. Поехали дальше. Ой. Новый ведущий «Орла и решки» остановится в одном из самых новых отелей Лас-Вегаса. Моим домом на ближайший уикенд станет люксовый 5-звездочный отель-казино «Ария». Туки-тук. И что для нас приготовил Лас-Вегас? Мне достался скромный номер на 36-м этаже. Состоит он из нескольких комнат. Первая – просторная гостиная. Хорошо, сдержанно, вкусно и стильно, а не как все в Лас-Вегасе пошло, с золотом, вот это вот все огромное. Вторая комната – спальня. Классная спальня! Ну, можно побуду чуть балованным. Один момент. Вот эта штука, я считаю, перебор. Ну и мы все-таки в спальне, здесь есть кровать. Я должен сделать вещь, которую должен сделать каждый уважающий себя человек, который заселился только что в номер. О, хорошечно. Ну и это еще не все. Главная фишка моего номера – это панорамные окна. Офигенно! Офигенно! Чуть-чуть страшно, но офигенно! И обошелся мне этот номер с видом на самое сердце Лас-Вегаса в $1700 в сутки. Лас-Вегас! Извините, чуть-чуть громко. Бюджетному туристу в Вегасе роскошные отели не светят. Поэтому у меня выход один – хостел. Ой, так. Угу. Hi. I'm fine. I'm looking for the bed tonight. Okay, so we have 6-bed mixed sex dorms. They're usually $32, $10 per person, so it's only $22. Всего $22 за койку. По-моему, вот он, мой джекпот в Лас-Вегасе. Ну что, друзья, пойдемте в мои апартаменты, все вам покажу. Итак, в моем хостеле есть кухня, наша огромная столовая. Здесь мы с друзьями сидим вечерами. Hello! Enjoy your meal.
Видите? Все друг друга любят, уважают. Вот вентиляторы точно надо поменять. Они меня пугают. А теперь пойдем. Hey guys. Это моя гостиная. Здесь мы смотрим телек, фильмы, обсуждаем, что случилось в течение дня. Ну классно же, ну? Ну классно же. Пойдем посмотрим на мой номер, который находится в отдельно стоящем здании. Сказали набирать 6262. Изи. Hey guys! Мои друзья, все очень на позитиве. Меня это даже удивляет, потому что когда приезжаешь в пафосный отель, что там тебя встречают? Ну, как бы очень искусственная улыбка, да? А здесь все искренние. Пойдемте, пойдемте. Так, два. Я так случайно сразу к себе и в номер зашла. Но тут меня ждало разочарование. Мой номер – это 3 двухъярусные кровати, обогреватель, ржавый шкафчик, туалет и все. Все равно хостел – это хостел. И ты можешь сколько угодно радоваться тому, что там веселые ребята, но спать в таких условиях – это не самое приятное, что может быть. С наступлением темноты Лас-Вегас меняется до неузнаваемости. Ночной Лас-Вегас – это, конечно, абсолютно другая картинка. Картинка, которую я видел во всех фильмах, во всех играх. Вот это настоящий Лас-Вегас. Очень клево все выглядит, все горит, все живет. Вечером Лас-Вегас подсвечивают сотни километров неоновых труб, за счет чего Вегас входит в топ самых ярких городов мира. И все для того, чтобы туристы слетались к местным казино как бабочки на свет. Ежедневно Лас-Вегас посещает в среднем 100 тысяч туристов. И все они с наступлением темноты выходят из своих отелей, чтобы вкусить город греха в свете неоновых вывесок и лучей прожекторов. Все вот эти люди собрались смотреть бесплатное шоу. В Вегасе их реально много. Возле каждого казино, ну, такого дорогого. Почему бесплатное, спросите вы? Да потому что потом все вот эти удовлетворенные туристы идут в казино и оставляют там значительно больше, чем могли бы потратить на билет того самого зрелища, на которое они изначально пришли. Ах, заманушки, развлекушки. Вегас. Самое крутое шоу, пропустить которое в Вегасе нельзя ни при каких обстоятельствах. Погнали, фонтаны! Танцующий фонтан возле отеля Белладжио. Что? Водой из этого фонтана можно наполнить 2000 бассейнов. Максимальная высота достигает 24-го этажа отеля. И потратили на это все около 50 миллионов долларов. Почему они не аплодируют? Боже мой, это очень красиво. Знаешь, на что это похоже? На салют. На салют это похоже. Это очень красиво. Я даже чуть-чуть расплакалась, пока ты не видел. Ну, правда. Просто гулять весь день, то жарко, то холодно, и тут вот такое. Это очень круто. Класс. Не зря 50 лямов потратили. А я продолжаю знакомить вас с безумными развлечениями в Лас-Вегасе. Видите, да, вот эту башню? Прямо туда я сейчас еду.
чтобы прыгнуть с самой верхушки на роуп-джампинге. Это когда тебя ноги привязывают, и ты летишь. Ой, мало мне приключений на мою... Ой, ой. Думаю, давайте еще что-нибудь экстремального. Башня Стратосфера. Самое высокое здание в Вегасе. Его высота 350 метров. Это на 25 метров выше, чем Эйфелева башня в Париже. И точка для роуп-джампинга здесь. Самая высокая в мире. Вы думаете, что риск это поставить все свои деньги на красное в казино? Нет, риск это прыгнуть со 108 этажа на самой высокой точке в мире. Я ж посидею к концу сезона, думаю, уже какой сезон, второго выпуска уже. Ну вот он, момент истины. Yeah. Feet on the yellow. Yeah. Do not go until I say. Yeah, okay. Here he comes. 3, 2, 1, go! No, one more time. Yeah, one more time, please, yeah? Can I go? 3, 2, 1, go! Я смотрел видео, как ребята прыгают здесь, и это казалось так все вроде плавно и легко, но на деле ты прям просто летишь вниз. Очень жестко, просто доля мгновений. Я не успел вообще ничего не увидеть, реально, просто не увидел город. Что за развод? Давайте еще раз. Я тоже решила завершить свой первый день в Вегасе, наслаждаясь городом с высоты птичьего полета. И пошла на самую популярную смотровую площадку – на Эйфелевой башне. О май гад! Именно так сказал бы любой американец, поднявшись сюда. Я бы с ним согласилась, друзья, потому что, гуляя там снизу, вот по улицам, конечно же, ты понимаешь, как много здесь огней, как много здесь движения, жизни, неонов, музыки. Но с этой точки это видно в 100 раз круче. Вегас, ты невероятный. И я в тебе очень, очень устала. Кажется, я хочу спать, а он не спит никогда. Лас-Вегас, Лас-Вегас. Очень неоднозначный город, но 100% уникальный. Этот город ты видишь везде, ты видишь его в кино, в фильмах, и ты постоянно хочешь сюда попасть и как следует потусоваться. Но на деле, спустя день, мне этого достаточно, чтобы понять, что город реально пустышка, в нем странная энергетика. Просто подумайте, вот смотрите, у меня огромные панорамные окна, но они не открываются. Знаете почему? Потому что люди сюда приезжают и просто в секунду теряют все свое состояние, и они кончают жизнь самоубийством. В общем, город просыпается, а Януля засыпает. Спокойной ночи. О, доброе утречко. Ребят, просто в Штатах нужно соблюдать баланс во всем, так как еда очень вредная, надо постоянно заниматься. Все, снял? Погнали жрать. Свой второй день в Вегасе я решила посвятить визиту на одну из главных загородных достопримечательностей – плотину Гувера. Поскольку США – это родина автостопа, то добралась я сюда на попутке. Окей, thank you so much. Have a good day.
Ну вот я и на месте. Идем гулять. Чтобы добраться до плотины, надо идти по песчаным тропам, которые находятся на месте бывшей железной дороги. Протяженность маршрута больше 7 километров. Проходят тропы по пустынной долине в горах на границе штатов Невада и Аризона. В этих же горах специально пробили огромные туннели, которые сейчас уже сами по себе считаются местной достопримечательностью. Как они это делали? Больше 100 лет назад. То есть человеческий труд взял и создал огромную дыру в горе. Очень круто. Для создания этих туннелей использовали уникальное на то время буровое оборудование и взрывчатку. Слушайте, ну согласитесь, впечатляет. Вы просто только посмотрите на эти балки. Тоннели огромные, но почему их сделали такими большими? Потому что поезд должен был не просто проехать, он должен был провести детали для строительства дамбы. По пути к дамбе встречается еще одна выдающаяся достопримечательность Невады – озеро Мид. Выглядит, правда, здорово, объемно. Это самое большое искусственное озеро в Соединенных Штатах, и по площади оно больше самого Лас-Вегаса. По сути, это водохранилище, которое появилось в результате строительства дамбы. И сейчас оно полностью обеспечивает водой Вегас и еще несколько близлежащих городов. Вот вам заметки юного ландшафтоведа. Видите, вон там полосочка такая светленькая. Она везде по периметру всего озера. Где есть горы, там есть эта полосочка. Американцы называют это ободок для ванны. Почему? Сложно объяснить. Но что это за полосочка, легко догадаться. Это минералы и соли, которые содержатся в озере и остаются на, скажем так, на берегу, когда вода поднимается повыше. Вот так. А вообще, на самом деле, друзья, самая главная информация. Здесь очень спокойно. Очень спокойно, тихо. Ветер только не шел. Я во второй день тоже решил посмотреть, что есть за пределами Лас-Вегаса. Знаете, я все постоянно в воздухе, летаю, долетаю, но все это очень экстремально, я не успеваю ничего посмотреть. Поэтому я решил полетать с комфортом над всеми красотами Лас-Вегаса. Nice to meet you too. Okay, thank you. Мне определенно нравится вертолет как средство передвижения. Очень комфортно, очень удобно и так красиво. А посмотреть в окрестностях Лас-Вегаса действительно есть на что. Пустыня Мохаве, долина смерти и река Колорадо. Слева от меня река Колорадо входит в озеро. Из-за этого мы видим такую четкую границу изменения цвета. Но главная точка моего вертолетного тура — это, конечно же, легендарный Гранд Каньон. Огромное разветвленное ущелье протяженностью 450 километров. Это природное чудо образовала река Колорадо, которая миллионы лет прорезала себе путь в горных породах. Но и это еще не все. Мой вертолетный тур уникальный и единственный в Вегасе.
Ведь полет над каньоном – это не конец путешествия. Прямо сейчас мы приземляемся в самом центре каньона. Вау! Классно же! Это лучшее снова, что я видел в своей жизни. Когда я перестану видеть что-то самое лучшее. Очень красиво. Как перестать говорить «очень» и «красиво» так часто? Ну, что еще сказать? Очень красиво. На моем бейджике есть надпись VIP. А это значит, что я абсолютно один в Гранд Каньоне. Могу присесть сюда, повернуть голову на Гранд Каньон и абсолютно один пропустить бокальчик. Ну что еще может быть лучше? Не жалейте денег, это шикарно, это изумительно. И вот, спустя час пути, я на месте. Плотина Говера – это самая большая дамба Америки, которую строили ежедневно и круглосуточно на протяжении 5 лет. Ее высота 221 метр. Именно столько понадобилось, чтобы обуздать бурную реку Колорадо. Внутри дамбы гидроэлектростанция, которая обеспечивает электричеством сразу 3 штата – Аризону, Калифорнию и Неваду. И если деньги Лас-Вегасу принесли казино, то жизнь городу дала именно эта плотина. Ну что, посмотрим? Господи, она реально огромная, просто огромная, огромадная, вот такая вот. Я скажу вам так, друзья, я очень рада, что я нашла в себе силы выбраться за город, потому что Лас-Вегас классный, но увидеть такое стоит. Не надо сидеть все время и пытаться выиграть все деньги или проиграть их в Лас-Вегасе. Это того стоило. Класс. Это очень красиво. Ну а для всех тех, кто потратил все свои деньги в казино, мы оставляем заначку в виде $100. Чтобы сорвать в Лас-Вегасе джекпот от Орла и Решки, отправляйтесь на дорогу Лас-Вегас-Бульвар. Там найдите отель Таити Вилледж Резорт. Напротив него небольшой песчаный пустырь, огороженный камнями. Под одним из этих булыжников и спрятана бутылка с $100. Только не ставьте на красное, я уже раз оплошал. Лас-Вегас – город соблазнов. В погоне за мечтой здесь можно лишиться всего. Как я клюнул на эту... Ой-ой-ой! Но если познакомиться с ним поближе, понимаешь, что он не только отбирает, но и дарит. Фантастические эмоции И незабываемое впечатление. Очень клево все выглядит, все горит, все живет. это очень красиво. Офигенно! Чуть-чуть страшно. Выглядит, правда, здорово. Очень неоднозначный город, но 100% уникальный. Он не спит никогда.
Привет, Юль. Я бы сейчас на тебя злилась, но я не могу, Ян, я очень Привет, устала. Юля, как ты? Привет. Расскажи, что ты? Я ходила, а потом еще решила пройтись. Короче, мне кажется, что я странник всей Америки. Спросишь, Я. как, что я делал? А, кстати, да, что ты делал? Слушай, ну я как раз не ходил, я с воздуха не спускался, постоянно летал на вертолетах, на самолетах. Как же ты меня Много раздражаешь. всего было. И знаешь, меня тоже это чуть бесит, что я тебя раздражаю, и мне уже даже неловко. Ладно. Ладно, Это же нормально? Друзья, увидимся с вами в следующем городе. Это была Юлия Коваль. Отнеси меня в аэропорт. В аэропорт? Она. Пока! Ура, я наконец-то не иду.